Приветствую всех, кто смотрит это видео. Продолжим тему ремонта видеокарт. И клиент Денис искал помощи в ремонте своей видеокарты. И я решил помочь ему в этом. Видеокарту он заказал с Китая, с AliExpress. Это RX 580. Карту я уже вскрывал при клиенте, чтобы провести визуальный осмотр, и первичную диагностику. И как сказал владелец этой карты, что она через 2 дня перестала работать, компьютер с ней просто не стартует. А это значит, что на плате присутствует КЗ. По разъему дополнительного питания все в порядке, а вот по питанию с PCI Express 12 вольт присутствует короткое замыкание. Значит, как это бывает, какой-то из мосфетов пробит. По питанию 3,3 вольта все в порядке, сопротивление в норме. И как обычно, проверим хотя бы первую дифпару. И здесь все ок. Тогда вскроем карту и посмотрим, что же у нее внутри. Карта Refab китайский. И там по-любому присутствует что-то интересное. Итак, карта разобрана, и что же тут интересного? Сразу в глаза бросаются потемневшие чипы памяти, ужаренные, как обычно. Огромная термопрокладка, которая закрывает по пол чипа. И также коричневый компаунд на самом ГПУ. И самое интересное, что термопрокладки на ВРМ разные по размеру, по состоянию. Они нарезаны кусками и закрывают не все элементы. И тут можно предположить, что из-за перегрева что-то вышло из строя. Обратите внимание, что эти темные термопрокладки очень БУ. А также на плате присутствует неотмытый флюс в зоне разъемов. Вот сейчас хорошо видно, насколько коричневый компаунд и какие коричневые чипы посередине. Рассмотрим еще сам радиатор охлаждения. Посмотрите, сколько термопаста было нанесено. Термопаста с запасом на следующий раз. И также посмотрите опять, какая огромная термопрокладка. Не вижу никакого смысла в этих огромных термопрокладках. Что еще очень сильно бросается в глаза, это то, каким образом были заменены вентиляторы. Их старые просто выпилили, а новые приклеили. И вроде даже как отсутствует смазка. И не закрыто ничем от пыли. Еще раз давайте посмотрим, что написано на бэкплейте. Здесь написано, что это RX 580, 8 гигабайт, 2048 SP. DDR5, 256 бит, X-Game. А что написано на самом чипе? Что у нас за чип? Судя по маркировке 215.091.0052, это является не что иным, как чип от 570.
За счет перепрошитого биоса она превратилась в урезанную 580-ю. Еще раз убедимся, что КЗ где-то тут. И проверим все основные сопротивления. Память здесь Samsung, и кроме ее внешнего вида, так все нормально. Теперь будем вычислять, какой из мосфетов пробит. И скорее всего с первого тыка мы его обнаруживаем. Вот он звонится в обе стороны. Сразу помечаем его. Следующий. Все в порядке. Этот тоже. И этот нормально. Еще раз убеждаемся, что это сопротивление ГПУ 1,7, 1,8 Ом, а сопротивление щупов 1,1. Ну что ж, теперь все понятно, в чем причина. Давайте заменим этот мосфет. Заряжаем мою паяльную станцию, очень надежную. Ставим защитный экран в виде куска от лезвия ножа и закрываем конденсатор. Приступаем к удалению неисправных деталей. Микросхема удалена. Теперь нужно взять донора и спаять с него рабочую микросхему. Теперь убедимся, что КЗ ушло. Да, КЗ теперь нету. Все в порядке. 544 Ома. Можно приступать к установке. Но сначала давайте замерим сопротивление на самой неисправной микросхеме мосфета. И да, действительно, звонится в обе стороны. Она точно неисправна. А исправную за кадром я точно так же проверил. С ней все в порядке. Залудим немного контакты. Почистим от старого флюса и нанесем новый. Не забываем закрыть конденсатор от перегрева. Устанавливаем мосфет по ключу. Нагреваем и слегка поправляем и придавливаем. А теперь, пока плата остывает, прибираемся за собой и убираем остатки флюса.
И пока убирал старую термопасту, обнаружился скол. Вот посмотрите. Скол на углу кристалла. А также мелкие скольчики на поверхности самого кристалла. Видеокарта, я его слепила из того, что было. Очередной раз проверим сопротивление, убедимся, что все в порядке. И да, все отлично. Если досмотрел до этого места, ставь лайк. Спасибо. Приступим к сборке, но вначале нужно заменить термопрокладку на радиаторе ВРМ. Буду использовать такую, она хоть чуть получше будет и закроет все элементы. В дальнейшем владелец заменит на более качественные материалы, термопасту и термопрокладки. Вырезаю по форме радиатора. Убираю старую термопасту и протираю от пыли и грязи термопрокладки. Ну и вообще, скорее всего, здесь термопрокладки и не нужны, так как они закрывают не все чипы, некоторые не полностью, некоторые вообще не закрывают, и большое расстояние. Лучше бы для них охлаждаться просто потоком воздуха от вентиляторов, так как радиатор не предусмотрен для термопрокладок.
Ну вот, про что я и говорил. Некоторые термопрокладки просто висят и не закрывают полностью чип. Больше половины. Теперь подключим в тестовый стенд и проверим карту. Видеокарта определилась, и теперь дождемся установки драйверов. Видео выводится со встроенной видеокарты. Драйвера установились, и видим, что карта определяется без ошибки. Radeon RX 580 2048 SP. Устройство работает нормально. Запустим GPU Z и посмотрим, как определяются параметры. Все в порядке. Весь объем на месте. Samsung 8 гигабайт. Перезагружаемся и видео выводим с самой видеокарты. Видеокарта выводит изображение, определяется нормально, без ошибок. А теперь несколько тестов.
Такой был ремонт этой видеокарты. Спасибо всем вам за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. До новых встреч. Пока.